Люди, как правило, редко заходят далеко в тайгу, боясь, что заблудятся или же станут обедом для дикого зверя. Однако герой сегодняшней истории – лесник с большим опытом за плечами, да еще и с армейской закалкой. Однажды рано утром Иван Степанович проводил осмотр деляны леса недалеко от своей хижины. Внезапно он остановился, мужчина услышал пронзительный вой. Иван Степанович бросил свою экипировку и инструменты, которые брал для замера диаметров деревьев, и медленно пошел на звук. Через время, сквозь низкую растительность, мужчина вышел на лесную поляну. Там-то он и столкнулся с матерой волчицей. «Ох, ты ж, батюшки, как же тебя так угораздило!» – подумал лесник. Ее лапа была зажата в капкане, и она яростно пыталась освободиться. Спустя время хищница сдавалась и снова ложилась на землю. Волчица выглядела очень уставшей, как будто потеряла всякую надежду на жизнь. Иван Степанович был ошарашен такой картиной. Он хотел помочь животному, но когда подошел ближе, волчица зарычала. Шерсть на ее спине встала дыбом, но больше от страха, чем от настоящей злобы. Хищница резко дернула лапой в надежде, что сможет освободиться и убежать, но силы были на исходе. Мужчина попятился назад, не желая получить травмы и беспокоить дикое животное. Иван Степанович заметил ничто не неожиданное, волчица была явно самкой. Но это само по себе не было удивительным. Ее вымя было полное молока. Детеныши, кормящие матерью, не смогут долго выжить без нее. Так и оказалось, в кустах, неподалеку выглядывал маленький волчонок. Скорее всего, малыш был не один. Волчица вела себя агрессивно, пытаясь защитить их, но не могла преодолеть ловушку браконьеров. Иван Степанович хотел спасти детенышей. Ему нужно было действовать быстро, но он не мог подойти к волчице, опасаясь, что она может нанести ему вред. Ведь дикое животное в такой напряженной ситуации непредсказуемо в своем поведении. При этом волчица была на грани смерти. Похоже, она потеряла много крови из-за раны на лапе, и если оставить ее одну, смерть была бы неизбежной, причем в очень короткое время. К тому же браконьеры или другие хищники могли прийти за своей добычей. Иван Степанович это понимал и не хотел довести ситуацию до этого. После всего, через что мужчина прошел в своей жизни, он стал тем, кто никогда не сдается. Степаныч не был готов отказаться от этой умирающей волчицы. Он знал, что каждую секунду, которую он тратит, может означать, что эта волчица или один из ее детенышей не выживут. Действовать нужно было прямо сейчас. Иван Степанович собрался с духом, присел и медленно стал приближаться к волчице и аккуратно коснулся ее лапы. К его удивлению, хищница не отреагировала. Осторожно отгородился от волчицы одной рукой, которую обмотал курткой для защиты в случае агрессии, а другой рукой нажал на механизм капкана, чтобы освободить ее, но он не раскрылся. Лапа осталась в ловушке. Вероятнее всего, капкан заклинило из-за мощных рывков, когда волчица пыталась сбежать. У Ивана Степановича не оставалось времени на размышления, и он двумя руками нажал на капкан, вопреки безопасности оставив себя без прикрытия. И у него получилось. Волчица не сопротивлялась, а лишь изредка приходила в сознание и рычала. Степаныч поднял волчицу на плечо и потащил ее к своей хижине. Благо, что она находилась всего в нескольких сотнях метров от этого места. Но все равно потребовалось почти 20 минут времени, чтобы по снегу тащить на себе довольно тяжелого зверя. Степаныч положил волчицу рядом с буржуйкой. Пока избушка прогревалась, лесник смог рассмотреть раны зверя, которые затем он вымыл и обработал своим аптечным набором. У Степаныча был личный опыт в медицинской помощи во время службы в армии, поэтому он знал точно, что делать. Лапа волчицы сильно пострадала, но, к счастью, не сломана. Если бы Степаныч ждал дольше, то она бы точно потеряла лапу, а скорее всего просто бы истекла кровью. Теперь он надеялся, что сможет спасти ее жизнь и сохранить культью. Хищница постепенно начала проявлять признаки жизни. Когда она снова зарычала на него, он понял, что с ней все будет в порядке. Волчице нужно было время, чтобы поправиться, но зная, что она вскоре придет в себя, Иван Степанович решил вынести ее из хижины в сени. Постелил теплый коврик и поставил миску с водой, а затем вынес спасенного зверя.
После того, как он позаботился о матери волчицы, мужчина отправился на поиски ее детенышей. Но с чего ему начать, чтобы найти логово с волчатами? Детеныши не должны быть далеко от того самого места, где он нашел волчицу. Как правило, масть не уходит на далекое расстояние от логова. Благодаря своему опыту в разведке и работе в тайге, у него было знание в повадках зверей и навыки следопыта. Для начала он вернулся на то место, где нашел волчицу, и внимательно осмотрел снег вокруг. Наконец нашел то, что искал. Маленькие следы — это, вероятно всего, был тот самый волчонок, что испугался первой встречи и убежал. После непродолжительного следования по следам, лесник вышел к нужному месту. Это было скрытое на первый взгляд местечко. Надеясь, что это было убежище с волчатами, Иван Степанович собрал волю в кулак и попытался их привлечь звуками. Однако волчата были обучены оставаться внутри, пока не услышат свою мать. Иван Степанович был непреклонным и делал все возможное, чтобы выманить щенят. Мужчина попробовал сымитировать вой волчицы, но ничего не произошло. Он попробовал еще раз, но все равно ничего не случилось. Степаныч только начал задумываться о том, опасно ли входить в волчью нору, как внезапно выскочил маленький волчонок. Он голодал, из-за этого, вероятно, был готов рискнуть, чтобы выйти без мамы. Когда самый смелый малыш вышел, вскоре последовали и остальные. Зная, что он не сможет унести всех четверых, Степаныч аккуратно поместил их в мешок и закрыл. Ему нужно было проверить, нет ли еще детенышей в норе. Засунуть голову в логово волка никогда не было хорошей идеей, но мысль о том, что он мог оставить одного из них, была неприемлемой. Мужчина лег на живот и немного вполз внутрь. К счастью, логово не было так далеко, как он предполагал. Иван Степаныч посветил фонариком, но других волчат не было видно. Теперь он мог уйти отсюда с чистой совестью, зная, что детенышей не осталось. Он взял мешок с волчатами и вернул их к матери. Когда лесник открыл дверь на веранду, где спала волчица, щенки заскулили. Мужчина положил открытый мешок на пол, и оттуда вылетели волчата. Их мать услышала голос своих детишек и привстала на лапы. Глаза ее были влажными, как будто она плакала от встречи, на которую уже никогда не рассчитывала. На мужчину не было никакой негативной реакции или попыток напасть. Степаныч оставил щенков рядом с матерью и ушел в свое помещение, подглядывая за ними через щель в двери. Лесник надеялся, что его запах не оттолкнет мать от волчат. Малыши узнали маму и бегом бросились к ней. Она обнюхивала их, а затем начала вылизывать своих детей. «Признала, милая», — подумал Степаныч. Опытный искатель приключений был рад до слез. Вскоре маленькие волки с удовольствием стали есть ее молоко. Волчица провела со Степанычем еще некоторое время. Ей становилось все лучше. Лесник лишь приносил раз в день мясо и менял воду. При этом дверь на улицу всегда была открыта. Вскоре хищница смогла подняться и даже ходить прихрамывая. Через несколько дней, утром, она громко позвала своих детенышей. Они все поднялись и пошли за ней. Степаныч понял, что они уйдут навсегда. Мужчина вышел на улицу и посмотрел вслед уходящей семье. Волчица прошла 20 метров и обернулась. Он все понял по ее глазам. Это была безграничная благодарность именно этому человеку, но при этом осторожность к людям в целом. Ведь из-за нехороших людей волчица чуть не погибла, и чуть не погибли ее детки. Степаныч больше никогда не видел стаю хищников. Но он знал, что 4 молодых волка и волчица где-то сейчас живут и, возможно, даже вспоминают своего спасителя. Животные, в отличие от людей, никогда не забывают своих спасителей и узнают даже спустя много лет. Вот такая удивительная и добрая история. А вам, дорогие зрители, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего!